Вот и завершилась еще одна дорама «Неизвестный Сеул». Это история, где на первый взгляд почти ничего не происходит, но за этой спокойной картинкой прячется много важных мыслей о том, как человек учится снова жить после того, как потерял все, что делало его самим собой. Это не сериал про подвиги или большие победы, здесь все гораздо обычнее и, может быть, даже тяжелее. Это рассказ о том, как легко сломаться под грузом несбывшихся мечтаний, травм и чужих ожиданий. Здесь нет ярких событий, но есть другое – медленный, упрямый рост. Когда человек впервые за долгое время решается сделать хоть один шаг ради себя. Я понимаю, что не всем такой жанр понравится, и мне вначале тоже не особо нравилась дорама. Ведь в жизни и так хватает забот, усталости, поэтому многие, приходя домой после тяжелого трудового дня, хотят посмотреть что-то веселое, чтобы отдохнуть и отвлечься. Эта дорама не про легкие эмоции, хотя они там тоже есть. Она скорее похожа на обычный жизненный фильм, где главное не развлечение, а поиск ответов на свои вопросы. «Неизвестный Сеул» – история о людях, которых боль не сломала до конца, а заставила остановиться и подумать, кем я хочу быть теперь. И сегодня я хочу рассказать несколько фраз из сериала, которые стали не просто словами, а настоящей опорой, за которые герои держались, когда все вокруг рушилось. Сегодня я расскажу именно эти реплики, которые так сильно задели зрителей. Возможно, нам они тоже пригодятся в жизни, чтобы найти в себе силы для мотивации и быть терпимее. По сюжету дорамы одна из сестер, Миджи, когда-то собиралась стать легкоатлеткой, но внезапная травма разрушила ее планы и надежды. Она надолго замкнулась в себе, перестала выходить из дома, и ее бабушка старалась вернуть внучке силы и сказала простые слова. «Вчера прошло, завтра еще не наступило, а сегодня еще неизвестно. Давай просто поживем сегодняшним днем». Эти слова стали для Миджи своеобразной мантрой, и каждое утро она повторяла их, чтобы выйти за дверь и снова начать двигаться вперед. Цитата стала символом того, что прошлое уже не изменить, а будущее зависит от того, что мы решим сделать сейчас. Другой герой, Хасу, перенес тяжелую аварию в детстве. Он научился жить с нательными травмами и внутренними шрамами. С годами он стал человеком, который умеет беречь чужие секреты. Когда Миджи захотела выяснить тайну хозяйки кафе «Роза», Хасу прямо сказал ей: «У людей всегда есть причины что-то скрывать, и тебе тоже нужна причина, чтобы это раскрыть». И позже, когда Миджи трудно было решиться рассказать свою правду, Хасу снова поддержал ее словами: «Скажи это, когда тебе будет спокойно». Эти реплики особенно откликнулись тем зрителям, которые боятся раскрыть сокровенное или испытывают стыд за свое прошлое. Следующий герой после смерти дедушки, своего единственного близкого человека, Сэджин, оставил работу управляющего активами и переехал в деревню, чтобы заниматься фермерством. Он выращивал клубнику. Там вместе с ним начала работать одна из сестер-близняшек, Мирея, которая переживала травлю на работе и думала уйти. В разговоре с Сэджин поделился своим выводом: «Хватайся за все, что хоть немного приносит радость, хоть каплю счастья или покоя». Сэджин дал ей понять, что иногда важно не просто терпеть ради чужих ожиданий, а позволить себе выбирать хоть что-то ради себя. Эта фраза стала одним из самых сильных моментов сериала, подчеркивая, что настоящая жизнь складывается из маленьких, но настоящих радостей. Интересно, что судьбы двух сестер словно меняются местами. Одна долго сидела в депрессии, боялась выйти за дверь и привыкла прятаться от суеты большого города. Но в итоге именно она научилась снова жить в ритме шумных улиц. А вторая сестра, наоборот, всю жизнь спешила, работала, жила в движении, пока не поняла, что больше не может так бежать. И ушла туда, где все намного проще, на ферму с клубничными грядками. И, наверное, это главный урок дорамы. Каждому из нас нужен свой способ найти свое внутреннее спокойствие. И каждая из историй в дораме напоминает о том, что даже самые простые слова
и самые тихие поступки могут оказаться сильнее любых громких побед. Мы все по-разному прячемся от одиночества и усталости, но в конце концов приходится остановиться и спросить себя, а где мне действительно лучше? Возможно, «Неизвестный Сеул» не станет для всех любимой дорамой, но ее смысл в том, чтобы показать, никто не обязан все время быть сильным, и никто не должен стыдиться своих слабостей. И если хоть одна из этих фраз останется у вас в памяти, пусть она в нужный момент поможет сделать маленький шаг вперед. Напишите в комментариях, какая цитата вам показалась самой близкой, а если вы уже смотрели этот сериал, поделитесь своим мнением, что в нем тронуло или, может быть, наоборот, показалось слишком тяжелым. А вот что сказали актеры в интервью после завершения дорамы. Пак Байон призналась: «Я думаю, что время, которое я провела за дорамой «Неизвестный Сеул», надолго останется в моей памяти. Так же, как близнецы Миджи и Мире, которые понимают друг друга лучше всех, живут жизнью друг друга. Я надеюсь, что эта история может стать еще одним утешением для того, кто живет в этот самый момент. Каждый день, вчера уже прошло, завтра еще далеко, а сегодня все еще не определено. Но пока я живу, иногда в полную силу, иногда с попустительством, я верю, что в эти моменты Миджи справа и Мире слева станут другими мной и предложат поддержку. Я благодарна за те огромные волны любви, которые вы подарили нашему неизвестному Сеулу». Тем временем Джин Юн сказал: «Я был по-настоящему благодарен и счастлив возможности встретиться со зрителями через наш неизвестный Сеул в роли Хасу после увольнения из армии». Выражая глубокую симпатию к своему персонажу, Джин Юн продолжил: «Я чувствовал и пытался передать, что Ли Хасу – персонаж, чье сердце движется прежде, чем он говорит. Заботливый взгляд Хасу, который тихо наблюдает и ждет кого-то, оставался со мной долгое время. Из-за этого я хотел играть еще более искренне. Я надеюсь, что его искренние чувства к Миджи также дойдут до зрителей. Я думаю, что персонаж Хасу останется и будет дышать внутри меня еще долгое время». Ри Кён Су прокомментировал: «Наш неизвестный Сеул – это дорама, которая дала мне огромное утешение и мужество в то время, когда я был истощен. Я тоже стал ее заядлым зрителем, и мне нравилось смеяться, плакать вместе с каждой серией. И я был глубоко тронут, когда история нашла во мне отклик. Я думаю, что если бы эта дорама дала кому-то мужество сделать хотя бы один шаг вперед, это было бы настолько глубоко значимо, что я не мог бы желать ничего другого. Если даже в этот самый момент есть люди, которые изо всех сил пытаются найти выход из глубокой тьмы, я надеюсь, что они найдут в себе смелость идти к свету вместе с нашим неизвестным Сеулом. Я надеюсь, что эта дорама станет хорошим воспоминанием для наших зрителей». Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующих выпусках.